Ребят, приветствую всех на своем канале. В этом видео речь пойдет о баттон-боксах. Какие бывают, сколько хотите поставить и прочее, прочее. Все зависит от ваших, скажем так, финансов, желаний, возможностей. Все зависит от вас. В моем случае у меня стоит вот такой, скажем так, основной баттон-бокс. Что здесь есть? Без фиксации. Вот такие вот 3 тумблера. В плане ETS, допустим, у меня забиндено торможение двигателем, переключатель, увеличение усилия, уменьшение усилия. Этот пока никак не назначен. Кнопок здесь 24 штуки. Вру, 28, по-моему. Кнопок здесь 32 штуки. Сверху располагаются тумблера. Это тумблеры, сейчас покажу для чего. Тумблеров у меня в общей сложности 5. Работают они в данный момент как кнопки. То бишь в игре нужно включил, выключил, включил, выключил. Программно можно реализовать, чтобы они работали как тумблера. Изначально я точно так и сделал. Но беда была в том, что моя ошибка, точнее, была в том, что я только-только начал, скажем так, учиться делать баттон-боксы. И беда была в том, что если вы хотите сделать тумблер как тумблер, вы можете сделать ряд. Максимум 5 будет вам достаточно просто поза глаза. И при помощи программки MMJoy, сейчас я ее вставлю, да, на компьютере я покажу. Программка MMJoy. Итак, запускаем. Ну, я сразу же объясню, с помощью чего и как я все это дело прописывал. Вот у меня в данном случае вот этот баттон-бокс. Называется он B-бокс. И давайте сразу же, наверное, я вам покажу, да, вот что все работает, допустим. Вот. Кнопка такая, 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 такая. Единственное, у меня... здесь работает. А в игре почему-то не работает. Ну да ладно. Все работает. Все кнопочки и так далее и тому подобное. Я понимаю, ребят, немножко на видео вам будет далековато, да, видно. Можете поверить мне сейчас. Включим, в частности, подсветочку. В данном случае это просто обычные кнопки на 3,5 вольта без фиксации. Вот. И на них подано 3,5 вольта. Все это дело я запитываю через обычный блок питания от ПК. Можно взять с платы, не спорю. Плата используется здесь Pro Micro. Об этом еще добавлю немножечко в конце. Почему именно Pro Micro и почему именно эта программа. Дальше. Вот этот ряд кнопок, они с обозначениями Start Engine, свет, аварийка, гудок. Сейчас я не знаю, зачем мне тут гудок, потому что гудок, как правило, на руле в любом случае. Паркинг, да, ручник и дальний свет забиндены. Включается это все дело у меня по-другому. Там еще внутри есть еще подсветка из диодной ленты. Вот я думаю, сейчас все-таки вы это увидите. Внутри вот видно, что загораются. Ну, на самом деле тут даже не лампочка, ничего. Это панелька сделана из оргстекла. Ну, вот она просто покрашенная. И я обычным сверлом, да, как бы немножко просверлился после покраски. И получились такие как бы глазочки. Вот. Дальше, значит, соответственно, как у меня все это дело включается. Вот один из тумблеров как раз и включает у меня подсветку именно на вот этих клавишах. При выключенном свете немножко темновато, но здесь есть у меня наклейки светоотражающие, которые полностью дублируют каждую кнопочку. Ну, это для меня. Все это делается по желанию.
Изначально хотел продавать было этот батонбокс, но потом уже налепил наклейку Moza Racing. И на сегодняшний день я уже четко принял решение, что пусть он у меня и остается. Тем более с такой вот реализацией, скажем так, всей этой подсветки. Не каждый, если продавать, не будут люди заморачиваться, брать еще какой-то блок питания, пытаться чего-то подключить, хотя там у меня на самом деле все просто сзади. Буквально выход. Сейчас постараюсь показать. Выход у меня реализован за счет... Так, сейчас сфокусируется, нет? Ну, вот такие вот, скажем так, переходнички, да. Здесь 8 пинов. Так, давай фокусируйся. Вот, пожалуйста. 8 пинов. И, соответственно, все работает. Я говорю, как вы на экране можете наблюдать. Вот в прямом, скажем так, эфире все кнопочки, все работает. Естественно, в игре все это настраивается. Определяется как батонбокс. Дальше вот по тумблерам, да, вот, допустим, посмотрели. 35-я кнопочка сработала. Здесь вот она выбирается таким вот макаром. Так, ищем 35-я кнопочка. Вот она. Вот написано кнопка норм. Смотрите. Тумблер включенный или выключенный. Софт тумблер. Понятия не имею, что такое энкодер. То есть программка MMJ позволяет настроить вам свой, так сказать, девайс, да, вообще тут настроек масса. И довольно-таки все это просто сделано, все интуитивно, понятно. Можете сделать любую проверку отсюда, как бы вот, джойстик. Где он у меня? Так. Да, вот батонбокс. Вот. Видите, все проверяется, все точно так же нажимается, каждая клавиша работает. Удобная штука, удобная программа. Но прежде чем с ней работать, соответственно, что вы должны сделать? Любая плата, ее нужно сначала прошить. Прошивка осуществляется точно так же через эту программу. Вы установили все драйвера и платы конкретно на подобные девайсы. Я настоятельно рекомендую использовать, пусть подороже, но Arduino Pro Micro. Почему Pro Micro? Да потому что она маленьких размеров, и независимо от этого ее довольно-таки легко паять, если у вас нормальный хороший паяльник, а не из 90-х, который куда-то там кому-нибудь совали в свое время. Обычный нормальный хороший паяльник с тоненьким жалом паяется все без проблем. Вот, плата прошивается. Как прошить и прочее? Ребят, вообще масса просто видео в интернете. Я даже не хочу об этом заморачиваться, тратить ни свое, ни ваше время на это. Когда вы подключите плату, если у вас установлены драйвера, она определится здесь. Единственное, что название поначалу будет там какое-нибудь, я не знаю, какое. А я знаю, какое будет название у вас, ребят. Вот, будет там USB Stereo CH340, грубо говоря. Далее, есть вид и PID, такие параметры. Вот они прописываются точно так же и здесь, над каждой вот этой платкой. Вот вид 01, 02, там PID такой-то, такой-то. Можете хоть что-то свое ставить. Можете прям дату, когда вы это все делаете, установить. Дело ваше. Вот здесь имя. Вот вы уже как хотите, так и называете. Хотите, назовите батонбокс, не знаю, там коробка, крышка, там кнопки, неважно. Сюда записывайте название. Далее, при всем, значит, если все удачно, драйвера, плата определилась, нажимаете загрузить прошивку, плата прошивается, и она готова для работы в этой программе. Без проблем. Это причем самая классная, наверное, программа. Как для меня, как по мне. Ряды колонки. Так, ряды колонки, вот здесь вы увидите, что это значит, как это значит. Показываю наглядно, объясняю. Вот плата Arduino Pro Micro. Как это появится. Сюда можно повешать, если не ошибаюсь, до 168, по-моему, кнопок. Это если брать кнопки во внимание. Можно сделать массу
ну, там 132 кнопки, энкодеров несколько повешать, там, не знаю, тумблеров и прочее, прочее. И да, почему у меня не работают тумблера как тумблера? Я отказался от этой затеи для себя. Потому что у меня не впаяны диоды, ребят. Вот эти маленькие черные штучки на схеме, они у меня не впаяны. Вот есть ряды колонны. Скажем так, как хотите. Пусть будет вот это вот у нас колонна, да, как нас научили с детства, не знаю. Вот это ряды. Первый, второй, третий, четвертый. Так вот, ряды. Вот вы видите там C6, D7. Найдете в интернете, не проблема вообще любую эту картинку. Абсолютно не проблема, ребят. И вот здесь оно есть. Вот вы видите также ряды, колонки. Аналогично. Куда паять? Не знаю, хотите провода, даже возьмите такого же цвета. Куда, что и как паять. Все здесь нарисовано, написано, расписано. Вот B4. Пишите. Есть у вас там, не знаю, вот 20 кнопок. Точно так же в программке вы и запишите. Там, не знаю, колонка, допустим, D3. Извиняюсь, это у меня холодильник так. Это у меня так реагирует мой монитор новый на работу холодильника. Вот все ряды, колоночки, то есть, вот, допустим, пишите вот так, вот ряд там такой-то. Все. Будете нажимать, все это начнет отображаться. Отобразилась каждая, какая кнопочка, которую нажали, отобразились вот здесь вот где-то там какое-то число сработало. Записывайте, что это у вас будет. Кнопка, там, не знаю, 26, там, моргнет. Что это будет? Вы захотите там сделаете просто кнопка, причем инверсия. То есть вы нажали это, значит, что отключилось. Тумблер включенный, выключенный. Говорю, ребят, все это есть. В частности, далее с фотографиями. Так, это пока рано. Это пока рано. Пожалуйста, опять же, вот на базе Arduino Pro Micro. Посмотрите, сколько кнопок. 5 на 5. Это уже 25 кнопок и 4 энкодера. Это таким образом у меня сделан, скажем, вот этот button-box. Вот этот button-box. Да, но энкодеры, видимых энкодера 3. Там на самом деле их 4. То есть здесь кнопок гораздо больше. Тоже все это работает. Ну и да, на сегодняшний день у меня еще есть вот такая штука. Вот. Ну, это просто на базе обычного джойстика. Платы еще я не помню, досталось мне очень-очень давно от обычного джойстика, там, по-моему, 12 кнопок и также можно вот такой еще стик подключить туда. Так, фокусируйся. Вот такой вот стик. Но я его не подключаю. Там в данном стике 3 оси и кнопка нажатия. Там, по-моему, право, влево, там что-то такое. В некоторых видео можно было его в меня видеть. Сейчас я разобрал эту коробочку. Вот одну маленькую оставил и один большой. Было две, скажем, маленьких таких продолговатых коробочки. Там стояла кучка тумблеров. И в частности вот эта вот штукенция, я использовал ее на, по-моему, переключении мультимедиа. Что-то такое. Мне не понравилось. И вообще, я очень часто переделываю. Наверное, вы замечаете, что у меня как-то так располагается, потом как-то вот так располагается, потом еще что-то. Бывает, ребят. Я не столько играю, сколько я копаюсь и переделываю, доделываю. Смотрим сюда. Здесь будет... Так, сколько у меня тут кнопок получилось? 16, 18, 20, 24 кнопки. Можно повесить еще больше. Как вы можете наблюдать, ну, коробочка такая коробочка, скажем так, где-то в магазине обойдется вам, наверное, в 1000 с лишним рублей сейчас. Мне же пока они достаются бесплатно, поэтому я делаю. Эти кнопочки у меня были очень давно. Тоже как-то в самом первом баттонбоксе я его разобрал, оказывается. Но он у меня на Авито до сих пор, фотография, по-моему, его есть. А оказывается, я приехал на работу, я его разобрал. Вот. И сейчас эти кнопочки по новой делаю. Самые обычные, ничего тут такого. Вот эта кнопка, я уж не знаю почему, но она у меня с таким вот звуком работает. Два обычных тумблера. Опять же, почему нет никаких проводов? И провода могут выходить как сверху, это как захотите. Да, это я на заказ делаю.
Можно сделать снизу, вот эта крышка просто откручивается, 4 болтика перевернули, как захотели. Можно сделать сзади выход проводов. Все на ваше усмотрение. Также здесь есть крепление. Блин, затянул. 4 болта. Внутри там пластинка идет как бы под гаечку. Так, фокусировочку, да, наверное, надо вот так вот, наверное, сделаем. Вот, пластинка под гаечку, эти болты надежно фиксируются, никуда у вас батонбокс не сбежит. Вон у меня. Он даже не шевелится, а там у меня всего лишь на 2 болта сделан. С 2 болтов крепление идет. Вот, здесь всего лишь 24 кнопки, это такой, скажем так, дешевый, простенький вариант. Кнопок этих достаточно, наклейки пока не делал. И почему нет проводов? Да потому что я тупанул, ребят, я тупанул, и я заказал платы Nano. А платы Nano, они никак вообще вот не дружат с программой MMJoy, либо я просто такой тупой, что я не могу их прошить, они не прошиваются, соответственно, я не могу заменить ни одну кнопку. Блин, я заказал платы Nano, 2 штуки, они дешевые, 128 рублей. Может быть, я поэтому их заказал. Они давно лежали, вот, просто про микро у меня реально уже закончились. Вот, а Nano что-то мудрил, тут думаю, ну, блин, не растет кокос, не получается, потом уже вспомнил просто, что да он и не будет расти в наших условиях. Вот так вот. Так, что. Значит, основная программа, я говорю, которой я пользуюсь, это MMJoy. Очень удобно. Здесь вот все прописываются, любые, даже руль есть, и вон базу можно как-то, не знаю, попробовать перенастроить. Ну, не надо этого делать. Этого делать не надо. Ни в коем случае. Так, все. С этой программкой, в принципе, все понятно. Я говорю, интуитивно, и в интернете много обзоров, все это увидите. Просто были вопросы, чем я пользуюсь, как я делаю. Я отвечаю. В плане вот этого девайса. Коробочка напечатана на 3D принтере, заказывал. Там как раз таки стоит Arduino Nano. И эта информация выводится для тех, кто не знает. Кто знает, можете промолчать. SimHub. Программа SimHub. Она зарубежная. Вообще программа платная. Но версия 8.1.1 вы найдете в интернете. Она взломанная. Она полностью работоспособная. Удобная для вот подобных девайсов. В частности, не только для таких. Вот у меня настроена, допустим, где она, RGB Matrix. Вот эта вот ерунда как раз отвечает за передачи. И вот здесь есть настройки. Это вот перевернуть. Так, сейчас я запомню, да? Long Space 270. Обращаем внимание. Я 90 поставил. Ну-ка, вот так, 180. Вот видите, вот оно меняется. Пожалуйста. То бишь, вы же можете расположить ее хоть боком, хоть кверх ногами, как вам удобнее. И в данной программке можно поменять вот эту любую функцию. Сколько там у вас будет кнопочек, лампочек показывать. Вот так вот меньше, так вот побольше. Мне интересно побольше. Тут поменьше, когда ставишь там, по-моему, допустим, после 11 передачи они как-то не прописываются. Там, то есть какие-то ограничения, может быть, есть или еще что-то. Вот, вкладочка Arduino, заходите SimHub, в частности, вот она определилась, и, соответственно, SimHub видит все остальное ваше оборудование. Вот это вот видящее и определившееся я хотел через Arduino Nano сделать вот этот button-box. Но для, скажем так, покупателя это будут лишние заморочки. Ему нужно будет поставить программу SimHub, ему нужно будет поставить плагин на назначение клавиш. Это все муторно, это нафиг не надо. Не хотите это делать? MMJoy вам в помощь. И плата Arduino Micro. Все. И плата Arduino Micro, можно сказать, вот такая вот фотокарточка, паяльник, ну и, соответственно, комплектующие. Все. Элементарно, на самом деле, легко и просто. Форма, расположение, как хотите, это, пожалуйста, на ваше усмотрение. Главное, когда вы будете еще такой немаловажный фактор, не главное, немаловажный фактор, когда вы будете паять, нужно немножко все-таки ориентироваться. Да, вот смотрим, как на картинке, допустим. Рядов у нас 5,
колонн у нас 5. Делайте для себя, для удобства, если вы запланировали, задумали сделать ботанбокс. Ну, что-то хотя бы подобие похожее. Вот, к примеру, видите, у меня раз колонна, 2 колонна, 3 колонна, 4 колонна. Так как это все отдельно, вот эти можно будет назначить как тумблера конкретно, они тоже у меня сделаны отдельной колонной. И вот эти 2 кнопки отдельной колонной. Для чего это делается? Чтобы, если вы не используете диоды, как на данной фотографии, я их не использовал, тогда, допустим, при включенном тумблере и нажатии еще какой-то кнопки или 2 включенных, на что вы их там назначите, допустим, на включение зажигания, да, и, скажем, там мигалки, что у вас работают. Вот вы 2 включили без диодов, которые, соответственно, пропускают сигнал только в одну сторону. При нажатии какой-либо из кнопок у вас могут срабатывать еще несколько. Чтобы этого избежать, либо делайте как отдельную колонну тумблера. Ну, хотите 5 их сделайте. Хотите, можете хоть весь свой ботанбокс тумблерам и вешать. Но опять же нужно смотреть, то есть сколько у вас будет колонн или рядов. Так как ряд, вот они все, видите. Первый ряд, все кнопочки, один провод общий. А вот потом у вас идет уже с другой колонной как бы общий проводок. Не знаю, достаточно ли я понятно объясняю, но вроде как бы вроде как понятно. Может быть, это слишком быстро, да, для меня это простовато. Ну, как-то так. Программа MMJoy, пару вот таких фотографий, коробочка, комплектующая, и все у вас получится. Arduino Pro Micro. Либо, ну, есть еще вот такая у меня. Да, Arduino Leonardo. По-моему, в интернете тоже можно найти. Я сейчас не могу показать, у меня не было. Я даже не пытался на ее, скажем так, основе сделать вот этот ботанбокс. Это у меня штука когда-то на фанатыке была сделана для педали и шифтера. Здесь вот видите, распаечка у меня была, выходилась. И прошивал я через программку Arduino Arduino I, что там? Через программку Arduino. Но, честно скажу, может быть, я туповат или что. Короче, не получается у меня работать в Arduino, в программке Arduino. Через нее точно так же можно прошивать. Нужно писать скетчи. Либо искать их где-то в интернете, а где-то в интернете их довольно-таки мало. Их очень сложно найти на вот подобные, допустим, варианты. Это действительно очень сложно найти. Я пытался, искал. На педали там, грубо говоря, нашел, но педали маловато. Нужно было вот это вот все кнопочки куда-то впихнуть. Вот. Также вот как раз через Arduino, допустим, вы можете сделать подсветку, да, или индикацию так называемую. Не просто кнопки с подсветкой, а, допустим, нажали кнопку, и у вас, скажем так, загорелась какая-то вот индикация, лампочка добавилась, допустим. Понимаете? То есть вот раз вы включили зажигание, да, у вас тут лампочка загорелась, выключили, допустим, она погасла. Я не умею этого прописывать, поэтому я вот для себя принял гораздо проще решение. Делаю, скажем так, простенько, скромненько. Единственное, что даже вот в таком плане, да, в ботанбокс можно добавить, скажем, маленьких диодов. Диодов план может быть вот такого плана. Глазочек красненький, как у меня сделан на том вот ботанбоксе. Можно вот такие, ну, по желанию, цвет, опять же, по желанию, на Алишке. В радиотехнике, где-то в магазинах, я думаю, этого всего навалом. Я беру на Алишке. Вот. На 3,5 вольта с любой платы Arduino Pro Micro вы можете их взять. Можете взять как постоянно работающие. Либо, если вы умеете работать в программе Arduino, то... Хотя, если вы умеете работать в программе Arduino, я думаю, вы вообще не смотрите это видео, честное слово. Вот. Элементарно. Общий и, по-моему, RST. Общий и вот VCC.
Это плюс 5 вольт. Можете 5-вольтовый можете брать. И у вас будет работать. Ну, скажем, то я не знаю, чисто для себя, для индикации. Там раз вот сюда вот добавили, где-то здесь, быть может, и сюда, кому как удобнее. Тут еще какие-то наклейки. Все, паяли один этот диодик, 2, 3, как вам угодно, я говорю, и просто их сразу же на плату припаяли. И у вас всегда, ну, единственное, что он всегда будет гореть. Это чистая индикация, что вот как-то так для себя, скажем, наглядно понимать, что да, у вас баттон-бокс включен, и вроде как все красиво, все прекрасно, все хорошо. Катаем дальше, как говорится. Итак, здесь 32 у меня кнопочки. И снова я хочу его переделать. Точнее, меня посещают такие мысли. Вы знаете. Взять и переделать. Переделать в каком плане? Во-первых, крышку. Саму крышку. Вот эту переднюю, да, панель. Я говорю, там сделано с оргстекла крашеного. Я хочу не крашеное. Хочу его чуточку больше. И туда добавится. Блин, говорю, как будто уже начал делать. Вот что-то типа такой вот платы. Ну, это старенькая у меня. Есть еще новая. Там, знаете, в плане, что как бы вот сбоку как-то или с этой стороны, в моем случае, будет располагаться под оргстеклом. Да, видно будет только, пожалуй, вот эти циферки, на которые через программу, опять же, SimHub, будут выводиться там показания, можно листать показания температуры двигателя, скорости, километража и прочее, прочее. Ну, это, знаете, на любителя. Если уже прям совсем заморочиться и хочется этого делать. Я говорю, у меня частенько посещают мысли, сделал, потом чуть-чуть поиграл, может, опробовал, да, посмотрел. Блин, хочется что-то опять доделать. Доделать снова, что-то переделать. Как-то так. Вот в таком плане. Что ж, ладно, видео и так уже слишком затянулось. Я где-то местами, конечно, вырежу, наверное. Если будут еще какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь, пишите комментарии. Вы были на канале SimHouse своими руками. Всем добра и всем пока.